Как не стесняться просить отзывы у клиентов, если мы с супругой работаем на себя? Я думаю, что мы все работаем на себя, и даже вся наша команда работает на себя, и в то же время работаем на все человечество. Поэтому, что значит работаем на себя? Ну, у вас какой-то, видимо, частный бизнес с супругой, у вас есть клиенты, и как не стесняться просить отзывы? Давайте разберемся, почему мы стесняемся или когда мы стесняемся просить отзывы. Уходите! Я стесняюсь. Ну, честно. Когда мы стесняемся просить отзывы, при каких обстоятельствах? Видимо, когда мы не совсем уверены в том, что мы сделали все классно. Или когда мы не совсем уверены, что если мы что-то сделали не классно, то мы сможем это исправить. Понимаете, да? Поэтому, поймите такую вещь, что если вы делаете какую-то услугу, или предоставляете какой-то продукт, который на уровне или даже лучше, чем продукты конкурентов, вы уже точно приносите что-то полезное, что-то важное в этот мир. И вы точно достойны того, чтобы вас похвалили, сказали спасибо. И, знаете, еще одна точка зрения здесь очень такая важная. Это то, что никто не идеален. Мы стремимся к совершенству. Наша команда, десятки людей ежедневно, в команде больше, в команде сотни, а десятки людей ежедневно работают над тем, чтобы наши услуги, продукты становились лучше. Являются ли они идеальными? Нет. Я могу перечислять недостатки наших услуг или продуктов просто, сутками. Но я знаю точно, что они намного лучше, чем подобные продукты конкурентов или конкурирующих организаций. Намного лучше. На голову, на две. Но они не идеальны. Поэтому, с одной стороны, мы работаем все время и постоянно, не покладая рук на том, чтобы они становились лучше и совершеннее. С другой стороны, я понимаю, что они очень сильны, но хотелось бы еще лучше, хорошему предела нет. Но при этом, знаете, что дает нам такую внутреннюю силу, что дает нам уверенность, почему мы постоянно спрашиваем, замеряем, мы постоянно замеряем NPS, мы постоянно измеряем удовлетворенность самыми разными способами и постоянно смотрим на эти графики. У нас такие огромные есть дашборды, где можно посмотреть в разрезе каждой отдельной услуги, каждого отдельного курса, каждого отдельного консультанта, уровень удовлетворенности клиента. Можно увидеть, как это динамически меняется во времени, идет вверх или вниз, что говорит, кстати, о том, насколько мы хорошо совершенствуем услуги. Мы это постоянно измеряем, мы на это постоянно смотрим. Что нам дает силы на это? Просто, наша внутренняя уверенность в том, что мы действительно стараемся дать нашим клиентам самое лучшее, и мы действительно стараемся совершенствоваться все время. И при этом мы прекрасно понимаем, что мы не идеальны. Если вы принять такую точку зрения, что вы честно стараетесь дать лучше, и вы при этом не идеальны, и у вас сразу возникнет большой интерес к отзывам. Вам это очень интересно, слегка интересно или неинтересно? Отвечайте. Отзывы — это просто необъятный абсолютно источник для того, чтобы понять лучше клиента, лучше сформировать продукт или услугу, или придумать какую-то новую, для того, чтобы исправить недостатки в существующем, и даже для того, чтобы продать какие-то дополнительные услуги. Потому что такое бывает, что, собирая отзывы, мы вдруг понимаем, что клиенту нужно что-то еще, и это хороший способ сделать дополнительную продажу. Поэтому есть несколько предназначений у сбора отзывов, но центральная штука, которая мешает, это внутренняя неуверенность. Вы готовы вкладывать силы в том, чтобы ваша услуга, ваш сервис становился лучше? Если да, то вы поймите, тогда ваши отзывы, которые вы получаете от клиентов, это ваш инструмент помочь этим же самым клиентам. Поэтому не стесняйтесь, это обязательная часть бизнес-процесса. А как, черт побери, мы еще можем узнать, что нам надо улучшить? А как, черт побери, мы можем вообще понять, и куда нам двигаться, в каком направлении, кому вообще, что нужно нашим клиентам? Поэтому меня всегда забавляют ребята, которые говорят: я делаю бизнес только ради денег. Я делаю бизнес только ради денег, и меня не интересует ничего, кроме денег. И эти ребята, зачастую, на самом деле, они лукавят. Потому что, когда ты копаешь глубже, оказывается, что ему нравится эта работа, ему нравится этот продукт, ему там что-то еще нравится. Он просто, предпринял для себя такую, надел на себя такую социальную маску циничного барыги-предпринимателя. Иногда встречается, конечно, те, кто делает бизнес ради денег, исключительно ради денег, но это довольно большая редкость, и обычно больших результатов они
не достигают. Всегда есть что-то больше. По какой-то причине мы выбираем тот или иной бизнес, по какой-то причине мы выбираем ту или иную область деятельности. Есть какая-то причина.